Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Также постоянных подписчиков с разных стран, разных континентов, разных городов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, да. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. В какой-то пряже он вам понравится, в какой-то, может быть, и не понравится. Итак, ниточки, с которыми я сегодня работаю. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Сразу, пока не забыла, назову вам цвет. Цвет передается на камеру, как он есть. 842. Далее, по составу, это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу уже вязала много раз. Я вязала крючком номер 3. Возьму сегодня крючок номер 3. Так? Вы точно так же изучаете свою пряжу, рекомендации от производителя. Подбирайте под свою плотность вязания крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта и дополнительно одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиков, сделаем вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие петельки цепочки провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируем. Количество столбиков по итогу получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть несложно. И не забывайте, самое главное, что первые вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы провязывали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, да? А в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Далее, смотрите, что мы делаем. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Так, итого получается 5 воздушных петелек. Теперь, смотрите, делаем 2 накида. Возвращаемся сюда же, в верхушку этого же столбика, и провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Опять 2 накида, сюда же вернулись и провязали еще один столбик с 2 накидами. 2 накида и такой же 3-й столбик с 2 накидами. Вот, несложно, несложно. Вот такие вот получаются интересные высокие столбики. Далее, воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. 2 накида. Пропускаем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-й нырнули и провязываем 3 столбика с 2 накидами. То есть точно так же по 2 петельки. Итак, первый столбик, 2 накида. Сюда же провязываем второй столбик с 2 накидами. Высокие будут столбики. 2 накида. Сюда же 3-й столбик с 2 накидами. Далее, смотрите, делаем воздушную петельку, 2 накида и опять сюда же возвращаемся и провязываем столбик
с 2 накидами. Идем дальше. Опять воздушная петелька. И возвращаемся сюда же, в этот столбик, провязываем точно такие же 3 столбика с 2 накидами. Раз, два, нырнули в этот же столбик и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, 2 накида, опять сюда же вернулись. Столбик с 2 накидами, 2, 2 накида, опять сюда же вернулись. И столбик с 2 накидами, 3. Вот такой вот высокий, интересный получается у нас веерочек. Воздушная петелька, 2 накида, опять пропускаем 9 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нырнули и провязываем точно такой же веерочек, состоящий 3 столбика, воздушная петелька, столбик, воздушная петелька, 3 столбика. Столбики с 2 накидами. Понятно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Я думаю, что вы справитесь, несложно. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, практически до конца ряда провязали. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. У нас здесь 3, получается, столбика с 2 накидами вот в 3-ю петельку подъема. Потом воздушная петелька. Опять делаем 2 накида и возвращаемся сюда же и провязываем последний столбик с 2 накидами. Все, наше вязание, получается, наш ряд закончен. Далее, смотрите, опять 4 воздушные петельки подъема делаем. Раз, два, три, 4. Поворот. Воздушная петелька по узорчику. Получается итого 5 воздушных петель. Теперь смотрите, 2 накида. Так, вот нашу арочку пропускаем. И вот самый первый столбик после арочки ныряем в верхушку столбика и провязываем столбик с 2 накидами. Есть. Далее воздушная петелька. 2 накида. Один столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. Есть. Вот такое вот как бы окошечко высокое, видите, получается. Опять воздушная петелька, 2 накида. Вот здесь воздушную петельку пропускаем между веерочками. И вот первый столбик веерочка провязываем столбик с 2 накидами. Опять воздушная петелька, опять 2 накида. Столбик пропустили, в следующий провязали столбик с 2 накидами. Видите, вот такие вот высокие окошечки получаются. Воздушная петелька, 2 накида. Пропускаем вот воздушную петельку и в следующий столбик центральный провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, 2 накида. Опять арочку пропускаем, помните, в веерочке. И в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, 2 накида. Опять этот столбик пропустили и в следующий провязываем столбик с 2 накидами. И вот так вот шагаем на протяжении всего ряда. Формируем вот такую вот интересную сеточку из таких высоких окошечек. Все, давайте до конца ряда. Несложно ведь? В конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, какая получается у нас красота. Идем дальше. Как мы заканчиваем наш ряд? Получается, после последнего столбика сделали воздушную петельку. И опять, смотрите, 2 накида. Помните, мы сделали 4 петельки подъема и 1 воздушную петельку по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. На этом наш ряд закончен. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее в арочку, вот у нас арочка, из воздушной петельки нырнули, провязали столбик без накида. Теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И в следующую, получается, арочку пропускаем столбик, вот в арочку, ныряем, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем столбик и в следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Точно так же. Столбик пропустили, в арочку столбик без накида. И вот так вот вы шагаете на протяжении всего ряда, пропускаете столбик и провязываете в арочку столбик без накида. Понятно? То есть у вас будет вот такая вот интересные такие маленькие арочки. Все, вот весь ряд. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот мы провязали наши маленькие арочки. Вот такая вот получается картина. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас получается последний столбик, да, предпоследний пропускаем.
в следующую арочку провязываем столбик без накида. И у нас здесь, помните, были 4 петельки, да, подъема. И мы, получается, четвертую петельку подъема аккуратненько ныряем. Раз, два, три, четыре. Нырнули и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, вот в этот же столбик мы провязываем столбик без накида. А теперь, смотрите, делаем воздушную петельку. И теперь будем шагать вот по этим арочкам, провязывать. Угу. Нырнули в первую арочку, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Нырнули в следующую арочку, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Нырнули в следующую арочку и провязали столбик без накида. Воздушная петелька. В следующую арочку точно так же столбик без накида. Воздушная петелька. И вот так вот шагаем до конца ряда. То есть вообще несложный ряд. Договорились? Все. И у вас получается по итогу вот такая вот интересная картина. Все, до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Да? Итак, как мы заканчиваем наш ряд? Вот наша предпоследняя получается, да, вот арочка, наш столбик без накида, воздушная петелька. Потом, смотрите, мы столбик пропускаем. И в последний столбик мы провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. 2 накида. Возвращаемся к первому столбику и провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида. Сюда же возвращаемся, провязываем второй столбик с 2 накидами. 2 накида. Возвращаемся сюда, провязываем третий столбик с 2 накидами. Теперь делаем воздушную петельку. И наша с вами задача, мы сейчас должны будем с вами пропустить 4 столбика, вот без накида, которые мы провязывали. Раз, два, три, 4. Внимательно, аккуратно смотрите. И вот 5-й наш столбик, 2 накида делаем. И в него провязываем 3 столбика с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Первый столбик, 2 накида. Сюда же провязываем второй столбик, 2 накида. Сюда же провязываем третий столбик, воздушная петелька, 2 накида. Сюда же возвращаемся, провязываем столбик с накидом, с 2 накидами, вернее, 1, видите? Воздушная петелька, 2 накида. И опять сюда же возвращаемся и провязываем 3 столбика с 2 накидами. То есть вы можете заметить, что мы провязываем с вами точно так же, как мы провязываем самый первый ряд. Помните? Вот наши веерочки. Полвеерочка, полвеерочка, веерочек, веерочек. 2 накида и третий столбик сюда же с 2 накидами. Все. То есть мы, получается, повторяем самый первый ряд. Опять делаете воздушную петельку, 2 накида. Пропускаете 4 столбика, по столбикам идем 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик ныряете и провязываете точно такой же веерочек. Поняли, да? Все, не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. То есть мы с вами провязали самый первый ряд. Наша с вами задача провязать сейчас второй ряд. И вспоминаем, да, то мы сделали 4 петельки подъема, 1 воздушную петельку и шагаем, получается, по столбикам через 1, да, либо мы пропускаем воздушную петельку, да, вот, видите, и по столбикам шагаем, делаем вот такой вот заборчик. Все, и дальше получается опять повторение. Опять вы делаете маленькие арочки, да, а потом столбики. То есть вот наши 4 ряда. Раз, два, три, 4. Вы будете повторять. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. На нужный вам размер образца или вашего изделия. Для тех, кто умеет работать по схемкам, я сюда прикладываю схемку. Схемка читабельная. Все понятно, все доступно. Сами себя контролируйте, вяжите. Кто не умеет вязать по схемкам, обязательно посмотрите, как отмечаются столбики с 2 накидами, как отмечаются воздушные петельки. То есть вы увидите, где идут петельки подъема, как они отмечаются и так далее. То есть несложно совсем. Поэтому смотрите, учитесь, вяжите. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Но вернее, мы с вами провязали вместе один раппорт вертикальный узорчика. Да? И вот еще раз,
и 2. То есть получается у меня здесь 12 рядочков, и первый самый наборный, это получается 13 рядочков. Смотрите, я, конечно, представляю его вот таким вот образом и в палантине. Так? Вы, конечно, вяжите, где вы видите данный узорчик, из каких ниточек вы его видите. Девчата просили на лето интересный, так скажем, оригинальный несложный палантинчик. Как вам думаете? Подойдет такой узорчик? Пишите в комментариях. Не забывайте, вы можете переворачивать узорчик, да, он может посмотреть в любом направлении. Ну и в зависимости от ниточек, это может быть у вас и топик, и маечка, да, это может быть и палантинчик, почему бы нет. Даже можете в юбочку применить, да, вот так вот перевернете, возможно, веерочки будут смотреть вниз. Летняя юбочка, парео, представьте, да, летнее такое интересное парео. Вяжется легко за счет того, что столбики с двумя накидами вы быстро свяжете. То есть свяжите образец, замерите и, естественно, потом вяжите полностью изделие. Давайте замерим красоту мою сегодняшнюю. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, ну вот если без обвязочки, да, вот что у меня так получается. Смотрите, 14,5 сантиметров, 14,5. Ну а тут 13 рядочков. Давайте замерим, сколько здесь получается. Ну, тоже 14, практически 14,5, так скажем, квадратик. Ну, из моей пряжи, смотрите, как он будет тянуться. Никак. И чуть-чуть, да? Вот. Вы пробуйте из своей пряжи. Берите любую. И летнюю, демисезонную, зимнюю, и секционную, меланжевую, какую только захотите. Где вы видите данный узорчик, естественно, что такая ниточка у вас и будет. Как вам? Да? Вот такой интересный дырочатый сегодня на канале узорчик. Ну, тоже в копилочку ваших узорчиков. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Многие смотрят видео и не подписываются. Подписывайтесь. Опять же, ставьте колокольчик самый верхний, да, вам будут приходить уведомления на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.